Всех приветствую на своем канале. Так, это вторая часть видеоурока по вязанию сумочки. Донышко у нас уже готово. Как связать такое донышко, вы найдете ссылку в описании под данным видео. А мы продолжим вязать нашу сумочку. Так, вот здесь наш основной шнурочек. Вот наш основной шнур. Смотрите, берем за правую часть косички, за верхнюю часть косички и за перемычку. Так, сделали первую петельку. Вот. Так, делаем вторую петельку. Первый ряд мы вяжем просто столбики без накида по периметру. Все, по кругу, без каких-либо прибавок, мы вяжем просто столбики без накида. Вяжем до конца ряда. Дальше покажу, как вязать основной узор. Связали наш первый ряд сумочки. Так, смотрите, и донышко, и первый ряд мы вязали крючком номер 4. Второй ряд, и дальше мы будем вязать уже крючком номер 4,5. Так, у нас получилось 81 столбик без накида. Для вязания нашего узора нам необходимо четное количество петель. Я покажу, что будем делать в конце второго ряда, то есть как мы выйдем из ситуации. Так, смотрите, то есть мы закрывать отдельно каждый ряд не будем, мы просто пойдем по кругу вязать. Вот каким образом начинаем вязать узор. Так, в основание первого столбика без накида ныряем. Так, вытягиваем петельку, вытягиваем наш первый столбик и туда же снова ныряем, вытягиваем второй столбик без накида. Так, вот этот столбик мы пропускаем и в основании следующего снова ныряем. Протянули, петельки расправили и туда же еще раз. Так, этот снова пропускаем и опять сюда нырнули. То есть таким образом понятно, что количество петель должно быть четным. У нас получилось 81 столбик без накида. Так, идем до конца. Покажу, что сделать, как выйти из ситуации. Если у вас получилось четное количество, то вы все время один столбик и пропускаете. Ничего делать не надо будет. Так, довязываю я до конца второй свой ряд. Смотрите, от того, что у нас нечетное количество петель, у нас вот между ними получился не один столбик, а 2 столбика. Как можно выйти из ситуации? Просто вот между первым и между последним у нас не будет столбика. Это только единожды так получится, только в начале. Так, сюда провязываем, то есть пропустивший один, и у нас получится вот это удвоение рядышком, хотя по сути здесь должен был быть один столбик без накида. Все, ряды мы не закрываем, а вот таким вот образом вяжем узор. Так, смотрите, вот у нас эта перемычка, и вот здесь у нас косичка предыдущего столбика, который мы не вязали. То есть под эту перемычку и полностью под эту косичку. Вот так вот, чтобы на изнанке было. Ныряем. То есть ряды мы не закрываем. Да, я уже говорила. Одну петельку провязали и сюда же вторую. Так, здесь снова под перемычку и полностью под косичку. Вот так вот вышли. Вот такой у нас будет формироваться, получаться узор. Следующий третий ряд, когда будем заканчивать, мы ряды не соединяем. Мы просто вяжем по кругу. Поэтому дальше даже показывать нет смысла. Будем вязать необходимую нам высоту сумки. Вот, еще пару раз покажу и дальше
самостоятельно пойдем вязать. Так, вот под перемычку, полностью под косичку. Все, по 2 столбика без накида. Все, вяжем дальше по кругу. Так говорю, что здесь ничего не замыкая, просто довязали и вяжем дальше. Связала я необходимую мне высоту моей сумочки. У меня это получилось от донышка до нужного мне размера, это еще без учета ручек, 23 сантиметра. Начинали вязать мы вот где-то вот отсюда, да, но так как вяжем мы по кругу, не соединяя каждый ряд, то сейчас что мы сделаем? Мы довяжем вот сюда, до левого нашего краюшка. И будем делать обвязку, и потом будем формировать ручки. То есть берем, довязываем наш узор. Узор получается очень плотный. Донышко я ничем не укрепляла, так как за счет того, что за счет этой вязки узор получается плотным, то есть сумка очень хорошо держит форму. И здесь не так уж и важно, что, ну, донышко, в принципе, оно получилось довольно-таки плотным, но некоторые укрепляют. Я свою не укрепляла донышко. Просто приделала вот такие вот пугли. Это тоже по желанию. Так, вот, по-моему, здесь мы как раз довязали до этого угла, до левого нашего угла. Теперь смотрите, что будем делать. Перед тем, как формировать наши ручки, один ряд мы пройдемся соединительными столбиками. То есть, как это делается? Вот завершили мы наш узор. И в эту вот петельку, сразу петелька идет за нашим этим узором. Берем вот эту правую часть косички и перемычку. И соединительными рядочками идем один столбик, один рядочек провязываем. Вот таким образом. Вяжем один ряд по кругу, встречаемся в этом же месте, берем с собой маркеры, будем помечать, будем намечать, где у нас будут ручки. Вот так вот соединительным столбиком вяжем вокруг один ряд. Итак, провязали один ряд соединительными столбиками. Итого у нас получилось 82 петли. Теперь будем делать разметку. Вот так вот складываем наполовину, ставим маркеры в углах. Вот здесь один маркер, здесь один маркер. Теперь смотрите, по этой стороне отсчитываем 15 петелек, в 15-ю ставим маркер. С этого края то же самое, тоже отсчитали 15, поставили маркер, и посерединке у нас будет 10 свободных косичек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аналогично проделываем и с другой стороной. Теперь крючок, в принципе, я вязала все время крючком 4,5, крючок
именно для вязания ручек, для вязания вот этой вот части соединительными столбиками можно взять меньше. То есть первый ряд я все-таки провязала 4,5, а здесь уже перешла на 4. Что делаем? То же самое дальше следуем. Идем соединительными косичками до маркера. То есть, как делаем соединительную косичку, я уже показывала. За верхнюю полупетлю и за перемычку. Чтобы как бы все ложилось плотненько и не было дырочек. Провязываем там, где у нас маркер. Так, теперь набираем 17 воздушных петелек. И ныряем вот сюда, где у нас маркер. То есть пропустив при этом 10 косичек. Сделали соединительную петлю. Вот таким образом следуем дальше. То есть проделываем то же самое по этой стороне. По противоположной дошли сюда, где маркер, 17 воздушных петелек. Пошли дальше. Так, все, доходим потом до маркера, вот этот, который в углу. Расскажу, что делать дальше. Итак, довязали второй ряд соединительными столбиками, где мы формировали ручки. Теперь далее тоже мы вяжем соединительными столбиками, соединительными петельками. Не забываем, как мы их вяжем. Крючком я вяжу поменьше, я уже говорила. Идем до наших ручек. Дошли мы до наших ручек. Теперь смотрите, теперь будем вязать вот так вот. То есть внизу у нас будет оставаться одна петелька, сверху 2. Тоже соединительной косичкой. Прокладываем. Вот, ныряем сюда. Сверху 2 полосочки, внизу 1. Так, здесь ныряем, не забываем захватывать
Еще перемычку, чтобы у нас не было здесь пробелов. Все. Так, идем опять же до конца ряда. То есть здесь тоже мы проложим соединительную косичку. Также провяжем вторую ручку и идем до этой стороны. Покажу, как вязать следующий ряд, именно что касается самой ручки. Так, провязали 3 ряда соединительными петельками. Сейчас вяжем 4-й ряд. И сейчас покажу, как ручку делаем именно в 4-м ряду. Так, вот, подошли мы к нашей ручке. И здесь, смотрите, берем вот за эти вот 2 петельки и прокладываем соединительные столбики. Вот так вот. Все то же самое проделываем на изнаночной стороне. Это что касается ручек, а здесь, как обычно, мы прокладываем соединительные столбики. Так, вяжем 5-й соединительный ряд. Здесь уже ручки будем вязать точно так же, как мы провязываем все основное полотно. То есть вот идем наша ручка, берем за правую полупетлю и берем перемычку. То есть дальше они вяжутся именно таким образом. Смотрите, у меня получается это 5-й ряд. То есть каждый формирует необходимую толщину, сколько ему надо. Я свяжу 5-й, может быть еще 6-й. То есть когда получу необходимый результат, покажу, как дальше будем закрывать ряд. Итак, я связала 7 рядов соединительными столбиками. На ручке их будет 6, так как, если вы помните, первый рядочек мы вязали просто обвязывая вокруг всю сумочку. Смотрите, дошли сюда до краешка, откуда мы начинали обвязывать. Я уже даже ниточку обрезала. Так, вот наша последняя петелька. Вытягиваем наш этот хвостик. Вытянули, и вот здесь вот формируем фальш петлю. Так. Протягиваем наш шнур. И вот здесь его протягиваем обратно. Так, делаем петельку так, как нам необходимо, чтобы она была такого же размера, как и все предыдущие петельки. Все, а этот хвостик протяните еще несколько раз вот здесь вот внутри, и можно прижечь его зажигалкой. Так, и в принципе шопер готов. То есть его можно оставить вот так вот. Можно здесь сделать такой кожаный замочек на кнопочке. Можно. Но я буду вязать планки и вставлять молнию. Вот. Так, видно, не видно? У меня уже здесь одна планка связана. То есть, как их разметить? Так, хвостик этот спрячется. Планки у меня будут, ну, где-то сантиметр-полтора сантиметра толщиной. И я себе маркерами с обеих сторон наметила, где они у меня будут начинаться и где они у меня будут заканчиваться. Вот здесь вот. То есть, если вот сложить сумочку вместе, чтобы оставался совсем такой небольшой зазор. Сделали, с одной стороны наметили, посчитали, сколько у вас внутри вот этих вот перемычек, потому что вязать я буду за перемычки. У меня от одного маркера к другому маркеру 34 перемычки, включая вот эти перемычки, за которые зацеплены маркеры. И с другой стороны планочка должна быть точно такой же. То есть наметили с одной стороны, сложили вместе. И с другой стороны тоже пометили маркерами. Теперь берем крючок поменьше. Я взяла 3, шнур.
Так, снимаем маркер наш. Крючок беру поменьше, потому что здесь такие небольшие перемычки. Мы только первый ряд так провяжем. И начинаем. Так, сформировали первую петельку. И сюда же, в эту же перемычку, еще провязываем одну. Так, и дальше, то есть мы вяжем вот за эти вот самые первые перемычки, что мы начинали нашу сумку обвязывать соединительными столбиками. Здесь очень удобно за них вязать. То есть вот берем каждую перемычку и движемся вперед. Не очень удобно провязывать маленьким крючком. И вот так вот идем к последней нашей петельке. То есть последняя будет там, где у нас маркер. Вяжем до конца. Дальше покажу, что делать. Так, смотрите, провязали мы до маркера, включая ту петельку, где был у меня маркер. Теперь вытягиваем вот эту петельку. Крючок нам этот уже не нужен. Переходим на четверку. То есть четверкой. Основную сумку мы вязали 4,5, 4 мы вязали ручки. Так, переходим, вытягиваем вот эту вот петельку и продеваем сюда наш клубочек, чтобы как бы зафиксировать этот ряд. Так вот, все потянули. Потом эту ниточку вот так вот прокладываем. Так, и вяжем здесь с первой петельки как бы галочки в раскол. То есть столбики без накида, но именно вот сюда. Вот так вот первая петелька. Так, хвостик там подтянули. Здесь смотрите, чтобы этот шнур не сильно так натягивало. Мы его будем ввязывать. Делаем первую петлю. И дальше в каждую петельку в раскол. Так, в каждый столбик. Вот, и с обратной стороны вот выходим. Шапочка, шапочка и 2 ножки. В каждую петельку провязываем столбик без накида. Вместе с тем ввязывая вот этот вот шнур. Все, таких бортиков нам будет вполне достаточно. Вяжем до конца этого ряда. Вяжем самостоятельно. Покажу, как закрыть последнюю петельку. Все, и можно будет пришивать молнию. Так, довязываю до конца второй бортик. Так, вот остается последняя петелька. Смотрите, берем вот так и захватываем еще вот эту вот перемычку. Все, 3 петли протягиваем вместе. Так, потом ниточку, шнурок наш обрезаем. Обрезали, вытягиваем. Все, и вот там вот мы потом его вот сюда вот здесь протянем, спрячем. Так, таким образом второй бортик у меня тоже готов.
Теперь можно вшивать в молнию, спрятать все хвостики. Еще раз померили, сложили вот так вот вместе ручки и посмотрели, ровненькие ли у вас получились бортики. Так, как вшивать в молнию? Берем нашу молнию. Я не буду полностью показывать, как я ее вшиваю. Так, складываем вот так вот, где у нас здесь замочек. Молния у меня была черная, потому что мне понравился этот замочек, он железный. Вот так вот складываем, прикладываем к нашему бортику, чтобы оставалось еще место, чтобы этот наш замочек свободненько ходил. И вот так вот за косичкой просто стежками пришиваем. С одной стороны пришили, пришиваем с другой. Так, кроме того, что у меня этот шопер будет просто с ручками, я еще сюда прикреплю кольца и обвяжу замочек. Покажу чуть позже. Так, смотрите, какая получается сумочка. За счет узора она держит форму вот такого вот, как бы сказать, как бочонка. То есть ничего там внутри нет, а она вот такая вот выпуклая. Это все за счет узора. Так, ладно, сейчас покажу еще, как буду обвязывать цепочку. Итак, у своей сумочки я еще прикрепила по краям вот такие вот кольца. И будет у меня цепочка 80 сантиметров с карабинчиками, которую я обвязываю. Обвязываю вот так вот просто. То есть в каждой взяла крючок номер 3 и вот так вот в каждое звено по одному столбику без накида. Это мой вариант, то есть кто как хочет, кто-то может вообще без ремешка. Получается вот такой вот ремешок с карабинчиком. Вот так вот пройдусь по кругу и здесь обратно спрячу хвостики. Потом в итоге покажу готовую сумочку.